Что? Пол Ромеро возвращается? Hello, I am Paul Romero, and I am very happy to announce that the team on Frozen has asked me to compose some music for their upcoming game, The Olden Era. Зацените, что подготовили для нас разработчики Olden Era. Невероятная команда композиторов будет работать вместе над музыкой нового проекта. Давайте же скорее разбираться в такой наикрутейшей новости. Итак, как стало известно буквально полчаса назад, команда Unfrozen пригласила для написания треков именитых геройских композиторов. И начать, конечно же, хотелось бы с Пола Энтони Ромеро. Величайший композитор, о котором наслышан буквально каждый геройщик. Под монументальные и благозвучные мелодии автора орки штурмовали эльфийский оплот, а рыцари Эрафии доблестно держали защиту против кошмарных обитателей преисподней. Музыка для героев стала настолько популярной, что автор создал симфонию на основе лучших тем из этой серии. Композитор признается, что для написания саундтреков к играм всегда вдохновлялся классической музыкой. Например, музыка для крепости в «Третьих героях» перекликается с концертом Прокофьева для фортепиано. Ромеро отмечает, что черпает вдохновение из совершенно разных источников своих воспоминаний и ощущений. Мы безумно рады, что Пол Ромеро и на сей раз принимает активное участие в написании треков для новой части героев. Вы думаете, на одной легенде все и заканчивается? Как бы не так! Далее нас ожидает настоящий мастодонт созданий композиций для различных игр. Знакомьтесь, Крис Веласко, без преувеличения, один из самых востребованных композиторов в индустрии видеоигр на сегодняшний день. Задумайтесь, Крис участвовал в написании композиций для таких крутых проектов, как God of War, Splinter Cell, Mortal Kombat, Mass Effect, Borderlands, Bloodborne, Assassin's Creed, Overwatch. И это лишь начало списка. Согласитесь, просто дух захватывает от того, что такой крутой композитор является частью проекта. И да, стоит отметить, что Крис Веласко далеко не белая ворона во вселенной Меча и Магии, ведь ранее он уже участвовал в написании музыки для шестых героев и экшен-РПГ во вселенной Меча и Магии Темный Мессия, а сам во времена студенчества часто поигрывал в третьих героев в перерыве между парами. Веласко отмечает на себе влияние романов Клайва Баркера, автора книги «Восставшие из ада», а также ее экранизации. Впоследствии композитор поделился своим восторгом от работы с Баркером над видеоигрой по мотивам его произведения. Как думаете, выпадет ли Крису роль автора треков для Инфернального Роя или Некрополиса, учитывая его любовь к вышеописанным хоррорам? Ну и разумеется, невозможно не упомянуть участие в проекте симфонического геройского оркестра. Дирижер Матеуш Альберский в 2020 году закончил университет имени Шопена, что говорит о его высочайшем профессионализме. Наверняка многие из вас слышали фрагменты концертов этого коллектива на YouTube. Посетить мероприятие можно и вживую. Ребята гастролируют по разным странам. И по секрету скажу, что как раз сегодня, 22 декабря, у них проходит 2 рождественских концерта в Варшаве. Что уж говорить, абсолютно все упомянутые композиторы и исполнители являются большими поклонниками серии. Они, как и мы с вами, являются частью геройской семьи. У каждого из них есть свой любимый тайтл, любимая фракция или любимый герой, но всех сплачивает одно — искреннее желание творить великую геройскую музыку. Вам наверняка не терпится узнать еще хоть какие-то подробности такого грандиозного анонса. Что ж, эксклюзивно для канала Orange мы провели флеш-интервью с Сион Frozen по поводу будущего саундтрека Olden Era. Денис, доброго дня тебе, здравствуй. Хотел бы незамедлительно перейти к делу и сразу же поздравить всю команду Unfrozen с таким крутым анонсом. Я более чем уверен, что хранить все это в тайне было для вас, и честно тебе скажу, для меня в том числе, прям настоящим испытанием. Почему вы решили раскрыть исполнителей, участвующих в вашем проекте, только сейчас? Привет, Витя, привет всем зрителям канала, замечательного канала Orange. Да, действительно, мы очень хотели сделать сюрприз, и так же, как в случае с анонсом, мы старательно
шифровались и скрывали подробности нашего сотрудничества по музыке. Почему мы молчали? Действительно, у нас было очень много запросов от фанатов, от поклонников, собственно, самые крутые, самые залайканные комментарии под всеми видео, на ютубе, в социальных сетях. Что с музыкой? И где Ромеро? Было очень важно подойти к решению этого вопроса ответственно, добросовестно, а самое главное, постараться никого не разочаровать. Поэтому мы не хотели раскрывать свои карты до тех пор, пока не подпишемся необходимые бумажки, не урегулируем все бюрократические детали. И безумно счастливы, что нам удалось сделать такой замечательный сюрприз и анонсировать это великолепное сотрудничество со столь замечательными, со столь талантливыми людьми. И мы безумно счастливы, что нам удалось сделать для вас сюрприз и под праздник сделать для вас вот такой вот замечательный анонс. Мне интересно, а сложно ли вообще в принципе было собрать таких, буквально мастодонтов музыки вместе под одной крышей? Сколько вообще времени вы вели вот эти самые переговоры, и много ли трудностей было в объединении такой большой команды? Я не могу раскрывать все подробности переговоров, очевидно, но из нашего молчания было вполне понятно, что дело это сложное, непростое. Все композиторы, которые будут участвовать в нашем проекте, являются большими поклонниками серии Heroes of Might and Magic, но одновременно имеют какие-то свои собственные планы. Поэтому собрать всех, подписаться со всеми, убедить всех найти время на наш проект было непросто. Тем не менее, я очень рад, что это удалось. В целом, отвечая на твой вопрос, переговоры, очевидно, шли более года. Определенные бюрократические процедуры потребовали тоже дополнительного времени для решения. Но мы очень рады, что в конце концов все получилось, и теперь мы имеем вот такой вот восхитительный Dream Team, который, надеюсь, не разочарует никого. Денис, согласись со мной, что в разных частях героев мы можем слышать разные композиции. То есть в какой-то части это больше похоже на сказку, в другом месте это что-то будоражащее, темное, мрачное. Давали ли вы какие-то установки в плане звучания для новой части героев композиторам и Heroes оркестра? Нам очень важно, что несмотря на то, что у нас участвуют разные люди, и особенно поэтому, Ромеро, Веласко, Heroes оркестра, нам очень важно, чтобы саундтрек был цельным, и чтобы одна композиция стилистически каким-то образом перекликалась и совпадала с другой. Это всегда непростая задача, поэтому, опять же, не раскрывая детали, каждый композитор у нас получает бриф, в соответствии с которым работает. И, конечно, в качестве основных референсов мы указывали композиции из наших любимых частей героев. В частности, например, та музыка, которую вы имели возможность услышать в анонсном ролике, была создана по нашей просьбе уважаемым маэстро Полом Ромеро. Вот в качестве источника ее инспирации выступает, как вы, наверное, многие догадались, одна из любимых музыкальных композиций во всей серии. Это тема травы Grass из Heroes of Might and Magic 2. В дальнейшем мы будем следовать именно этому принципу, а участие Heroes оркестра позволит нам, в свою очередь, гарантировать, что все композиции будут звучать единообразно, поскольку Heroes оркестр будет оркестрировать всю музыку. Денис, ты знаешь, было достаточно много спекуляций в интернете, во всевозможных источниках по поводу участия Пола Ромеро в вашем проекте, и мы очень рады, что наконец-то это сотрудничество официально анонсировано. Расскажи, пожалуйста, а как вам удалось, в принципе, привлечь маэстро в ваш проект, и что его участие значит для вашей команды? Да, действительно, с самого начала нам было понятно и очевидно, что без Ромеро проект будет неполным, недостаточным, не вполне состоявшимся. Мы достаточно долго вели переговоры, но должен сказать, что практически с самого начала, практически с первого созвона, маэстро проявил максимальную благожелательность к нашей работе. Он тоже искренне считает, что его имя неразрывно связано с серией Heroes of Might and Magic, и тоже рад участвовать в нашем проекте и создавать для него музыку. Вы уже сейчас можете послушать первую версию одного из треков Ромеро в нашем анонсном трейлере и оценить его. Так что мы очень надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным и содержательным. Ромеро уже пишет музыку для других композиций в нашей игре. Еще раз, нам безумно радостно, и вся команда очень воодушевлена,
что это сотрудничество состоялось, и мы наконец-то можем об этом открыто сказать. Ну что говорить о Поло Ромеро? Поло Ромеро — это Поло Ромеро. Его знают все, он для нас практически как Бетховен. Но Крис Веласко относительно все-таки новый человек в геройской серии. С другой же стороны, его можно назвать настоящей звездой в сфере музыки для видеоигр, потому что, Bloodborne, God of War, Mass Effect, Borderlands — это все звучит просто шикарно. Также мы помним, что он участвовал все-таки в создании и 6-й части Героев, и Dark Messiah. Расскажи, как вам удалось привлечь столь маститую фигуру помимо Ромеро, и самое главное, что его самого заинтересовало в вашей игре? Можно сказать, что нам очень повезло, потому что Крис Веласко в области игровой музыки, настоящая, без преувеличения, звезда, и портфолио у него просто невероятное. Он крайне плодовитый, исключительно талантливый, исключительно яркий композитор. Мы с самого начала хотели с ним работать. Он открыто сказал нам, помимо того, что ему понравился наш проект, он является большим поклонником серии Heroes of Might and Magic и очень много играл, в частности, в Heroes 3. Поэтому для него участие в проекте по Heroes of Might and Magic тоже в каком-то смысле честь, и совпадает не только с его какими-то композиторскими предпочтениями и вайбами, но и с его интересами в качестве игрока, что вдвойне приятно. А это, в свою очередь, как мне кажется, гарантирует нам, что музыка получится хорошей, интересной и будет сделана по-настоящему вовлеченным в процесс и вовлеченным в IP человеком. Также давай и пару слов обмолвим насчет Heroes Оркестра. Для меня это была новость, но, как оказалось, среди них много действующих игроков в героев, причем в разной части. Мне интересно, а предоставили ли вы доступ для них к бета-версии Olden Era, чтобы они смогли, так сказать, лучше погрузиться в игровую атмосферу? Мы не только предоставили им доступ, мы не так давно встречались с ними в Познане, где мы организовали в Польше, где мы организовали закрытый бета-тест нашего проекта. Вы можете почитать, кстати, статью в журнале CD Action, она есть на английском языке. Ребята из Heroes Orchestra просто замечательные, все они собраны под крышей, не только как музыканты, действительно, но и как игроки. Не секрет, что в Польше, так же как и в СНГ, герои имеют по-настоящему культовый статус. Действительно, нам было важно привлечь подобный проект, и мы очень рады, что ребята сразу отозвались. Мы показывали им Olden Era, игра им очень понравилась, дали им возможность поиграть. И через некоторое время получили ответ, что для них будет большой радостью участвовать в создании музыки для следующей части Heroes of Might and Magic. И последний вопрос для тебя. А будет ли в игре музыка из предыдущих частей Heroes of Might and Magic? А что? А вдруг? Наш проект оригинальный, он не является ремейком или ремастером какой-либо из предыдущих частей, поэтому мы хотели сосредоточиться на новых треках. Тем не менее, очевидно, что какие-то ремиксы мы наверняка сделаем, из некоторых старых частей. Какие конкретно мы пока раскрывать не будем, но думаю, что они будут таким не основным, но приятным дополнением к общему блюду. Почему нет? Геройщики, согласитесь, что такие грандиозные новости однозначно заслуживают вашего лайка и подписки на канал. В эти самые минуты на YouTube-канале Unfrozen идет прямая трансляция с интервью композиторов, а также эксклюзивным концертом Heroes Оркестра. Если вы смотрите это видео в записи, не беда, в описании вы можете найти ссылку и посмотреть повтор. А мы продолжаем готовить для вас еще больше вкусного контента по надвигающейся части героев. До новых встреч, друзья. Пока. Ну что, геройщики, не забудьте посмотреть вот это и вот это видео. И подпишитесь на канал.